Всем привет! Сегодня я покажу вам туториал, как сделать парик на Виктора Никифорова из аниме «Юрий на льду». Итак, у нас вначале был вот такой вот длинный парик, но я его обрезал, поэтому дальше будем работать с таким коротким. Он очень лысый и с плохой сеткой, поэтому мы будем делать дополнительные трессы, а также будем пришивать виски. Для начала мы будем делать трессы, нам понадобится бейка и клей-кристалл. Дальше все просто. Берем и намазываем ленту клеем, а потом приклеиваем волосы, равномерно располагая их по всей длине ленты. Также я взяла обычную китайскую палочку, чтобы прижимать трессы. Сверху опять намазываем клеем и накладываем вторую ленту, и также прижимаем палочкой. Дальше отрезаем лишнее, когда подсохнет, и получается такой вот тресс. Для большей уверенности, чтобы ничего не распадалось, я также делаю строчку на машинке. Дальше, как хотите, можете пришить на машинке, а я пришивала эти трессы вручную. Дальше мы будем делать виски. Для этого я взял обычную сетку для подъюбников и вырезал такой треугольник. Сетки здесь в 4 слоя. Дальше я беру ту же самую ленту, которую брал на трессы, и пришиваю по краям. Виски я пришил на машинке. Потом мы будем пришивать на эти же виски трессы, только немного под наклоном, чтобы можно было их проще зачесать за ухо. Дальше мы будем делать прядки для краевой. Для этого нам понадобится ПВА клей и отрезанные прядки. Берем маленькую тонкую прядку, берем на палец клей и намазываем краюшек. На этот парик краевой понадобится очень много. Дальше я делаю пробор. Там, где должен быть пробор, я отрываю кусочки трессов, примерно 2-3 см, а также пришиваю старые трессы с макушки на место пробора. Я уже показывал, как делать пробор в другом видео, но он был другим. Тут почти все то же самое, но по-другому. После первого тресса я беру несколько прядок для краевой и пришиваю сверху. Поверх них я пришиваю еще трессы, которые же будем с помощью плойки заламывать в другую сторону. Понадобится примерно 2-3 тресса, смотря какая густота. Постригала я его примерно 3-4 часа, потому что мне постоянно что-то не нравилось. Также я делаю очень сильную филировку волос, так как у Вити прическа не особо пышная. Дальше мы делаем краевую. Здесь все очень просто. Берем те прядки, которые мы сделали, и приклеиваем по краю парика до самого виска. Дальше те волосы, которые торчат очень сильно кверху, я также заламываю плойкой, для того, чтобы они лежали более естественно. Более ровно постригаю краевую. Потом я использую гель для волос, для того, чтобы уложить парик. В сильной укладке этот парик не нуждается, поэтому с помощью геля просто распределяем прядки и укладываем один висок за ухо. Дальше сбрызгиваю сильным лаком для фиксации, и получается такой парик. Челка у меня сейчас длиннее, чем в каноне, так как после я ее достригу уже на человеке. Если вам понравился и был полезен этот туториал, то ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал и не забывайте смотреть описание к видео, там есть паблики, на которые тоже можно подписаться. И всем пока! Ветер подул.